Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Сегодня исторический день, без преувеличения. С утра ничто не предвещало грома и молний, но запомните этот момент, когда у вас спросят внуки, и вы расскажете, что 13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины одобрила ликвидацию одиозного окружного административного суда Киева. За проголосовали 310 депутатов. По регламенту, если хотя бы у одного нардепа было замечание относительно принятия законопроекта в целом, Рада не смогла бы его принять. Замечаний не было. Также Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту. Президент не смог пока подписать, он занят съемками очередного видеообращения к своим избирателям. В то же время в ОАСК времени не теряют и заявили, что это незаконная ликвидация суда, якобы ставящая под угрозу защиту прав украинцев, а его судьи придерживаются положений действующего законодательства и будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства, если президент подпишет документ. О, как заговорили! Одиозному Вовку больше сказать нечего. Не помогли заносы, не помогло телефонное право. Похоже на то, что западные партнеры всерьез начали выражать свою озабоченность, ведь буквально несколько дней назад против Вовка были введены очередные персональные санкции, и я не до конца понимаю, как могло быть так, что самой стране Украине требуется и оказывается регулярная помощь, при этом государство этой страны не способно угомонить нескольких персонажей, много лет подряд занимающихся неправомерными делами у всех на виду и прикрывающихся при этом верховенством закона. Хотя мы все прекрасно понимаем, какими законами все это прикрывалось. Законами зеленых президентов, заносимых регулярно и обильно. В общем, ура, товарищи! Официально у нас теперь тут все почти хорошо. Осталось дождаться подписи Банефтика и надеяться, что дальше все пойдет как по маслу. Тем более, что сегодня запустили еще один энергоблок. Энергоатом подсоединила к сети дополнительный атомный энергоблок-тысячник мощностью 1000 мегаватт, который последние 3 недели находился на ремонте. Этот энергоблок не работал с 23 ноября, когда России удалось ракетным ударом нарушить целостность энергосистемы Украины. 13 декабря в 1:09 после восстановительного ремонта его запустили в работу. Теперь все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают. 6 энергоблоков Запорожской АЭС контролируют россиянцы, блокирующие запуск станции. Поэтому вместо того, чтобы генерировать электроэнергию, она постоянно потребляет около 100 мегаватт на собственные нужды из энергосистемы Украины. Глядя на такой ход событий, многие в стране решили, что настал мир и процветание, и можно продолжать делать то же самое, что и раньше. Вот в Киеве, на Харьковском массиве, решили исправить тяжелейшее положение с асфальтом во дворах. Самое лучшее время настало, решило начальство и отправило бригады укладывать горячущий асфальт по дворам, приговаривая: пусть люди согреются. Сейчас, мол, так мало хорошего происходит, так пусть же люди порадуются за тех, у кого поднимается рука, вместо помощи нулю укатать совершенно официально и абсолютно безнаказанно миллионы народных гривен в буквальном смысле слова в никуда. И не беда, что света нет, и не скоро все наладится. Не беда, что денег у народа нет, да будет асфальт. Ведь это настолько прекрасный отвлекающий маневр от происходящего вокруг. Вот Шмыга заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. В разной степени повреждено около 40% объектов высоковольтной сети, то есть, исходя из логики, все равно все пропало. Давайте хоть асфальт укатаем на фоне предвыборных новостей. Как? Вы не в курсе, что в Украине уже началась предвыборная гонка партии власти? Ну смотрите же. Вот вы говорите не на часе, а тем временем полным ходом идет подготовка к выборам. В ДИИ появились новые услуги для переселенцев. Пока. Смена регистрации онлайн. В ДИИ добавили новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев. В приложении теперь можно онлайн изменить место жительства внутренне перемещенных лиц ВПЛ и отменить этот статус.
Это уже второй этап услуг для ВПЛ в ДИИ. В начале полномасштабного вторжения РФ Минцифра добавила возможность получить справку ВПЛ и оформить выплаты. ВПЛ теперь могут изменить в ДИИ место регистрации, если они переехали в другой город Украины, или отменить этот статус, если вернулись домой. Обе услуги автоматические. Процесс проходит без участия госслужащего. Больше не нужно ждать его решения. Для смены места регистрации ВПЛ нужно физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию. Хвастаются достижениями в Минцифре. Да ведь это Эльдорадо, господа. Все, теперь обкатываем технологию, фиксируем удачное геообнаружение, и к моменту, когда надо поднасобрать голосов за нужную тебе партийку, дело в шляпе, вернее, в клоунском колпаке. Невозможно проиграть выборы, имея бесконечное число нужных тебе геолокаций. Почему я считаю, что число геолокаций бесконечно? Да потому что никто теперь не подпустит к отлаженной системе не то что наблюдателей от оппозиции, а даже и иностранных добровольцев. Проверено на едином марафоне, который скоро уже 10 месяцев исключительно то, что хочет Банковая, ИКО показывает. Вы все еще не верите в торжество плесени? Дождитесь результатов выборов сразу после войны, а то и даже раньше. Вспомните Пенса и рассмейтесь наконец-то. Ведь именно для поржать выбирался один бородатый внучок, а одного бородатого бабушка. Верно же? И немного серьезного. Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Long-Sun на собственной архитектуре Long-Arch. Не уверен, что произношу правильно, но по сути. Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. То есть россиянцам таки придется поднимать с колен проводные рации. Така доля! И вот еще. На пляжах Крыма после окончания курортного сезона выехали не все отдыхающие. Некоторым так понравилось ковыряться в песочке, что они остались и кроме пасочек и куличиков роют еще и норки. Не иначе случилось, что может помочь чем? Бригада ландшафтных дизайнеров ЗСУ готова к выезду на место. И два слова про волнение вокруг белорусского направления. Мотивы бункерного понятны, но Лукашенко, пусть и не блещет интеллектом, отличается инстинктами настоящего политического животного. Хоть он изначально и ошибся, поверив в Киев за 3 дня, потом резко нажал на тормоза и принялся усиленно валять дурака, пытаясь и деньги из Москвы получить, и не вступить в войну полноценно. Потому что полноценное вступление в войну грозит ему концом 28-летнего правления, и именно этот аргумент сдерживает его по рукам и ногам. Тем не менее, полностью отметать вероятность вторжения белорусских войск не стоит. Ход мыслей по извилинам засидевшихся автократов неисповедим, но сейчас все вменяемые аналитики говорят, что ударные группировки в Беларуси не созданы. Проблема в том, что мы постоянно это слышали в январе-феврале про Россию, причем не только от власти в эфирах, но и от вроде как шарящих людей в кулуарах. Как тут не ошибиться? Имха нужно вспомнить, кто заранее предупреждал о российском вторжении. Это наш ГУР и разведка США. Они сейчас говорят о скором нападении со стороны Беларуси? Нет. Значит, пока не дергаемся. И вот еще что. Хлопцы, которым вы своими донатами уже сильно помогли и которые сейчас ждут из ремонта чудесный пикапчик, говорят мне в разговоре так. Да скорее бы уже лезли. Все готово. Руки чешутся навалять им по полной. Чего тянут-то? Все готово давно. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.